Знаешь, невезучая я Маринка, снова моя беременность сорвалась. Хоть волком вой, не знаю уже, что и делать. Гришка скоро совсем меня бросит, сказала девушка, желая поделиться наболевшим с подругой. Лиза, ну ты не переживай так. Тебе ведь только 27 лет, еще родишь. Какие твои годы? А Гришка, если он тебя любит, никогда не бросит, возразила Марина, уверенная в правоте собственных слов. Лиза продолжать неудобный разговор не стала. Знала она, что подруге говорить легче, ведь у Марины то своих деток двое, а у нее нет никого. И не то чтобы Лиза завидовала, девушка просто чувствовала, что бездетность угнетает ее с каждым днем, превратившись в навязчивую идею. Они с Мариной дружили еще со школьной скамьи, когда росли в одном поселке. Всякое бывало, но лучших хохотушек-подружек в округе было просто не найти. Вместе играли в куклы, вместе влюблялись и ходили в клуб на дискотеке. Покинув стены родной школы, подруги вдвоем поступили в медицинское училище, которое впоследствии успешно закончили. При распределении девушкам выпало работать в родильном отделении. Поначалу, когда Лиза еще не знала, что бездетна, ей нравилось каждый день общаться с роженицами и возиться с малышами. Но со временем, когда все ее попытки забеременеть потерпели крах, одна за другой, девушка вконец отчаялась. И теперь, вид счастливых мамаш с детишками, вызывал у нее только слезы и внутренние душевные переживания. С Григорием она познакомились 2 года назад, и нельзя сказать, что их отношения были безупречны. Гриша представлял собой пример практичного до мозга костей человека, который никогда не потратит лишней копейки на подарок или цветы для любимой женщины. Конечно, скрягой он не был, но и щедрым назвать Григория язык не поворачивался. Тогда их свела Марина, которая хотела, чтобы подруга поскорее забыла свою неудачную первую любовь и переключила внимание на кого-то другого. Но Григорий оказался совсем не таким, как любимый Лизой Ваня, который ради нее был готов достать звезду с неба. С Иваном у Лизы дело шло к свадьбе, но так вышло, что парня у нее вела давняя знакомая, вертихвостка Ритка Анисимова, которой приглянулся красавец-брюнет. У Лизы тогда как раз сложный период на работе выдался, и Ваня на довольно длительное время оказался предоставленным сам себе. Конечно, они созванивались и обменивались смс-ками, но этого, к сожалению, оказалось мало. Когда же у Лизы все наладилось, она с удивлением заметила, что парень стал чужим и как-то отстранился. Она старалась не обращать на это внимания, но с каждым днем отношения между ними только ухудшались. А однажды Лиза и вовсе увидела Ваню в обнимку с Ритой, когда они выходили из кафе. При виде такой подлости, девушка не смогла сдержать слез и, закрыв глаза руками, заплакала, сидя на лавочке у автобусной остановки. После этого еще было много истерик, бессонных ночей и подушек, пропитанных горечью слез. После того случая Иван хотел все объяснить и говорил, что между ним и Ритой ничего не было, но Лиза была непреклонна и не простила ему слабости. Со временем, душевные раны Лизы, если и не зарубцевались, то хотя бы перестали приносить ей страдания. Но новые отношения не принесли в ее жизнь желанный покой и семейное счастье, тем более, что в словах Григория все чаще прослеживалось неудовлетворение своей возлюбленной. «Лиза, может, ты бы обследовалась получше? Ну знаешь, витаминчики там пропить какие-нибудь нужно. Медицина ведь не стоит на месте», но Лиза в ответ на это лишь горько вздыхала, стыдливо отводя глаза. Так она и жила с Григорием и вечными претензиями, лишь усугублявшими чувством вины в ее душе. То памятное утро началось для медсестер родильного отделения очень хлопотно и весьма необычно. «Лиза, а ты видела, что Ритку Анисову со схватками привезли?» «Рожает», — сказала взволнованная Марина, с трудом переводя дух. «Ритка. Это что, та самая?»
Ну конечно, та самая, что Ваньку Петрова у тебя увела, ее утром скорая привезла, она говорят, вообще аборт делать хотела да поздно, у бабки в поселке жила и ни анализы не сдавала, ни УЗИ, как в каменном веке, ей. Богу, добавила Марина, в глазах которой читалось осуждение. Сердце Лизы тревожно кольнуло при мысли о Ване и тому, что он вскоре станет отцом. Вряд ли это можно было назвать завистью, скорее, это была гордость за то, что у бывшего жениха в семейном плане оказалось все нормально. Примерно через 3 часа, в Сестринскую вновь зашла взволнованная Марина и сказала там это, Ритка родила мальчика, ты бы его видела, Лизка, такой ужас, сил нет на это смотреть. Бедненький, ножек нет ниже колена, представляешь? А все потому, что УЗИ вовремя не сделала. Так бы патологию вовремя выявили и аборт сделать можно было бы, а теперь как? Что, совсем без ножек? Спросила Лиза и, не дождавшись ответа, поспешила в палату к Рите. Девушка, конечно, ее сразу узнала. Вот так-то, Лиза, теперь я вижу, что бывает с теми, кто на чужом горе свое счастье построить хочет, сказала Рита, прижимая к себе мальчика, у которого ниже колен не было ножек. Да ты что же это такое говоришь, Рита? Да разве же это повод для грусти, сейчас вон, знаешь, какие протезы хорошие делают, такие, что с ними не то что ходить, танцевать можно, возразила Лиза. Но девушка разженится, лишь всхлипнула и сквозь слезы выдавила, зачем мне он такой нужен. С меня в поселке все смеяться станут, со свету живут, скажут, родила не поймешь кого, отдам его в приют, пусть там решают, что с ним делать. Ой, Рит, но зачем ты так? Грех-то ведь какой, это же Ванин сын, спросила Лиза, сердце у которой мучительно сжалось при виде крохотного малыша. Конечно, а-то чей же, Ванин он и есть. Только мы расстались с ним, Иван, наверное, и не знает ничего о сынишке. То своем, Лиза помогла Рите перепеленать ребеночка, думая о том, как бы помочь малышу, которому в приюте придется очень несладко. Все это время, несчастная роженица только и делала, что сетовала на судьбу и говорила, какая она невезучая. Это настолько впечатлило Лизу, что, придя домой, она предложила Григорию: Гриш, давай ребеночка усыновим, он маленький еще, день от роду. Вот и будет нам сынишка, правда у него ножек нет, но это ведь не приговор. Ну, не знаю, Лиза, для меня это ответственный шаг и сделать его, я не готов, тем более сейчас. У меня вся жизнь впереди, так почему я ее должен связывать с инвалидом? Так ведь он такой хорошенький, ты бы видел его глазки, а ручки какие. Лиза, я все сказал, хочешь усыновлять, это твое право, но только делай это, пожалуйста, без меня. После этого разговора, Лиза ушла спать в другую комнату, где проплакала всю ночь. А утром Гриша подошел к ней и сказал, что не против того, чтобы усыновить ребенка. В тот же день, переговорив с Ритой, Лиза забрала мальчика, которого она назвала Димкой. Параллельно девушка собрала все необходимые документы для усыновления ребенка. Теперь, когда у нее под боком был милый и озорной малыш, в Лизе проснулся материнский инстинкт, и она наконец испытала, что же такое настоящее, женское счастье. Это были 3 незабываемых месяца, полные любви и нежности к сынишке. Лиза буквально витала в облаках, позабыв обо всем на свете. Тем временем Григорий, вначале согласившийся на усыновление, с каждым днем становился мрачнее тучи. Его угнетала перспектива стать отцом мальчика. Инвалида, на которого до конца его дней будут все прохожие указывать пальцем. Как-то раз, разозлившись, Гриша собрал свои вещи и ушел из дома. Конечно, в этом немаловажную роль сыграла его мать, которая убеждала сына в том, что с Лизой у него ничего не получится. К чему тебе такая обуза? Мало того, что сама бесплодная, так еще и с инвалидом. Ты у меня парень молодой, руки, ноги на месте, да и голова светлая, найдешь себе еще другую, на ней,
свет клином не сошелся, уж я знаю, такой подлости и предательства, Лиза, конечно, не ожидала. И вряд ли кто-то знает, сколько слез и душевных страданий пришлось пережить несчастной девушке. Днем Лиза на людях старалась держаться, а вот по ночам уже давала волю слезам. Все это время лишь помощь подруги Марины и любовь к Димке не дала девушке опустить руки. Лиза чувствовала ответственность за мальчика и понимала, что ей нужно дать ему все необходимое, чтобы малыш не чувствовал себя ущербным или обделенным судьбой. На протяжении долгих месяцев после того, как Гришка бросил ее, Лиза не прекращала поиски Вани, который, судя по словам Ритки, даже не подозревал о том, что у него есть сын. Шли месяцы, а Ваню никак не удавалось найти. Создавалось такое впечатление, что парень как в воду канул. Но как-то раз удача все же улыбнулась ей. Хотя, радостной эту новость можно было назвать лишь с большой натяжкой. От своей подруги, работающей в доме для инвалидов, Лиза узнала, что Иван лежит в палате для парализованных. «Как же так, Ванечка? Почему же ты себя не уберег?» – думала девушка, по пути к бывшему возлюбленному. Ваня встретил ее робкой стоической улыбкой на лице, лежа при этом на больничной койке. «Вот видишь, я теперь овощ. Лиза, мы с Ритой тогда в аварию попали, она за руль села и в сложном месте решилась на обгон, и зачем я ей только управление тогда отдал, это что же, она все знала и бросила тебя. А мне даже не сказал, и как ее земля только носит после этого», – прошептала Лиза, побледнев от такого шокирующего открытия. Затем девушка рассказала Ивану о том, что у него есть сын, а еще пообещала помочь ему побороть его недуг. «Да разве такое возможно? С моим то позвоночником? Я же двигаться, считай, совсем не могу, да и кому охота возиться с парализованным сиротой?» Возразил Ваня. «Нет ничего невозможного, не отчаивайся. Попробовать можно, чего терять-то, Вань? Належаться в койке, ты еще и так успеешь». Переубедить Лизу было сложно, поэтому парень лишь махнул рукой, не думая о том, что дело сдвинется с мертвой точки. А медсестра тем временем забрала Ваню из приюта для инвалидов к себе домой, где, вооружившись специальной литературой, приступила к лечебной терапии. Применяя мази и специальные массажи, Лиза вернула Ване чувствительность пальцев на руках. Затем, со временем, она смогла посадить Ваню в инвалидную коляску, подарив тем самым парню способность передвижения, пусть и таким, колясочным способом. «Ну вот, начало уже есть», – улыбнувшись, сказала Лиза, спустя год после начала лечения. Теперь, Ваня уже мог нянчить на руках своего сынишку, к которому очень привязался за последнее время, считая его своей кровиночкой. Понимая, что ее знаний маловато для того, чтобы полностью вернуть жизнь в Ванины конечности, Лиза принялась искать врачей, которые практиковали нетрадиционные методы лечения. Девушка за 3 года посетила много реабилитационных центров для инвалидов, много частных клиник. Но везде ей лишь вежливо отказывали, считая случай Вани безнадежным и неперспективным. Но однажды людская молва привела его к профессору, который жил на окраине города и специализировался на травмах спортсменов, гимнастов и всему, что связано с нагрузкой на позвоночник. Осмотрев Ваню, пожилой врач согласился ему помочь. Его методика основывалась на постепенном укреплении мышц спины для того, чтобы со временем снять нагрузку с позвоночника. Ваня вначале не поверил, посчитав доктора обычным шарлатаном. Но, к своему удивлению, через полгода он уже почувствовал силу в своих ногах, а еще через полгода смог самостоятельно сделать первый шаг. Конечно, все это время рядом с ним находились Лиза и сын Димка, который к тому времени уже стал осваивать протезы. «Вот, сынок, будем вдвоем с тобой делать первые шаги. Я ведь тоже сейчас беспомощен, как ребенок», – шутя говорил Иван, который поверил в себя и чувствовал, что способен побороть недуг.
Со временем и Димка, и его отец могли уже передвигаться на равных. Иван много времени проводил с сыном, вселяя в него уверенность, что он не инвалид, а просто немного не такой, как все. Чувства, которые были между Лизой и Ваней, вспыхнули с новой силой, и казалось, что у молодых открылось второе дыхание. Время шло, но Лиза так и не смогла забеременеть. Стоит сказать, что Иван оказался понимающим и любящим мужем и совсем не походил на Григория, который только и делал, что обвинял супругу в бесплодности. Ваня, вместо того, чтобы искать виноватых, предложил еще усыновить девочку из детдома, чтобы у Димки была сестричка. Услышав это, девушка чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Оформив с Иваном опекунство над маленькой Катей, Лиза наконец ощутила себя полноценной женщиной, испытавшей радости материнства и семейной жизни. Незаметно, в счастливых хлопотах и переживаниях, прошло несколько лет. Димка уже вырос и стал серьезно увлекаться спортом, не обращая никакого внимания на свой врожденный дефект. Парень обнаружил в себе поразительные способности в беге на короткие дистанции и показывал в этом потрясающие результаты. Слава о молодом вундеркинде распространилась далеко за пределы области, и в один из прекрасных дней Димку включили в заявку по Паралимпийским играм. Лиза и Ваня не могли нарадоваться успехам своего сына. А маленькая Катя и вовсе считала брата настоящим героем и хранила его фотографию под подушкой. С замирающим сердцем, семья приникла к экрану телевизора, где транслировались состязания, в которых принимал участие Дима. Когда объявили победителей и на шею их сына повесили золотую медаль, Иван и Лиза едва не потеряли сознание от переизбытка чувств. А Катя и вовсе заголосила на весь дом «Ура-ра-ра». Встречать победителя поехали всей семьей. У трапа самолета собралась толпа репортеров, встречающих и просто поклонников спортивного таланта Димы. Среди присутствующих на церемонии людей все смеялись и радовались, и лишь одна женщина плакала, утирая глаза платком. Дима не мог ее помнить, и молодому чемпиону было невдомек, что это была его родная мать Рита. Женщина случайно узнала об успехах сына из репортажа с Паралимпийских игр, где Диму все называли надеждой нашей сборной. Узнав номер рейса, она, бросив все дела, поехала встречать сына. Сложно сказать, чем именно она руководствовалась в данный момент. Наверное, это объяснялось тем, что с момента, когда она отказалась от Димки в роддоме, ее жизнь пошла наперекосяк. Близкого и любимого человека у нее не было. Равно, как не было детей, жила Рита с престарелым богачом, который держал ее при себе в качестве любовницы. Она его ненавидела и втайне от любовника плакала по ночам, сжимая кулаки в бессильной обиде на жизнь. Бизнесмен был женат и для всех окружающих подавал пример счастливого брака. И лишь Рита знала о его двойной жизни, ощущая себя содержанкой. Увидев Диму, сходящего по трапу самолета, женщина рванулась к нему, стараясь протиснуться сквозь ряды поклонников. Но потом она увидела, что ее сын бросился в объятия Лизы и Вани, который держал на руках маленькую дочурку. От всего увиденного, у Риты навернулись слезы, и она, сгорбив плечи, уныло побрела прочь. Дима ее даже не узнал среди толпы народа, хотя он и не мог этого сделать по той простой причине, что не знал о ней ничего с самого момента своего рождения. Парень на достигнутом останавливаться не собирается, намереваясь связать свою жизнь со спортом. Лиза и Дима воспитывают маленькую Катю и в душе мечтают о том дне, когда Дима приведет в дом невесту.